Ну вот как раз следующий вопрос у нас связан с этим. Перенесемся теперь на обратную сторону Земли, в США. Э, Вопрос от Александра. Как может повлиять на экономику в Штатах и в мире затянувшийся американский правительственный шатдаун? Неоднократно поднимался вопрос о наступлении в США периода выплат по краткосрочным обязательствам государства. В этот сложный период Трамп устраивает шатдаун, а с другой стороны всеми средствами пытается сгладить негативные последствия текущих проблем. Как сможет Трамп повесить проблемы, связанные с правительственным кризисом, на своих оппонентов? Во-первых, шатдаун устроил не Трамп. Шатдаун устроил Конгресс, который не утвердил бюджет, согласно которому должно идти финансирование всех государственных проектов. Конгресс выступил мотивировочно против строительства стены. Сама стена, вот строительство стены, это, ну как вот сказать, это вообще вопрос ни о чем. Просто когда идут выборы, нужно предлагать какие-то масштабные, такие видимые проекты, на основе которых можно строить эмоциональную сторону своей предвыборной кампании. Эмоциональная сторона кампании заключается в том, что мы построим стену и, соответственно, этому отгородимся от мигрантов нелегальных, и строительство этой стены даст новые рабочие места пограничникам, обслуживающему персоналу, электронику. Там о нескольких тысячах рабочих мест идет. Вот. А с другой стороны, не будет нелегальной иммиграции, которая разрушает нашу экономику. Но если не перестроить собственное управление Соединенных Штатов, то иммиграция нелегальная все равно будет разными путями. Вот сейчас под стену подкопались, и 300 там с лишним человек, из них почти 200 детей, проникли на территорию Соединенных Штатов и тут же сдались пограничникам. Вот. То есть найдут различные пути. Пока внутреннее устройство Соединенных Штатов будет благоприятно к тому, что нелегальный иммигрант сможет устроиться в Соединенных Штатах с большим комфортом, нежели в своей родной стране, туда будут идти. Для того, чтобы туда они не шли, они должны знать, что такой возможности устроиться в Соединенных Штатах у них нет, если они туда прибывают нелегально. Но это решается не проблемой стены. Проблемой стены решается другое. Против строительства стены, как такого проекта популистского, можно сказать, но он, в общем-то, эмоционально-идеологический в плане проведения избирательной кампании Трампа, против него выступили противники глобальных элит Соединенных Штатов, американские страновые элиты, видя в этом возможность раскачать эмоции населения в стране, в Соединенных Штатах, в стране иммигрантов, и на этом сместить Трампа. Только они на основе этого. И таким образом вот это строительство стены стало той игрушкой, из-за которых поссорились два ребенка. В принципе, эта игрушка никому не нужна, но ссорятся из принципа. Но только у тех, кто противостоит Трампу и глобальщикам, вот эта ссора носит принцип попытки организации выступления против Трампа, а у глобальщиков это упорство с этой стеной носит инструментальный характер разборки с американской страновой элитой, то есть в смысле ликвидации ее сопротивления планам по переустройству Соединенных Штатов, спасению Соединенных Штатов как государству. В чем здесь суть? Вот, для начала характеристика. У глобальщиков получается лучше. Вот прошли ежегодные женские марши, которые раньше собирали миллионы, сейчас несколько тысяч. Все. Антитрамповское движение в Соединенных Штатах, оно
выдыхается. Но в чем здесь суть? Вот смотрите, Трамп приходит на переговоры с представителями Конгресса, то бишь с Конгрессом, и задается один единственный вопрос. Вы поддерживаете строительство стены или нет? Они говорят нет. Все. Раз не поддерживаете, значит разговора с вами у меня нет. Это позиция сильного. И он уходит. Он просит на строительство стены что-то около 6 миллиардов долларов. Но ущерб для экономики Соединенных Штатов от шатдауна уже равен стоимости стены. И уже даже немножко превысил. Но при этом получилось что? Смотрите, Трамп говорит, вот нелегальные иммигранты, они делают то-то, то-то, то-то. В первую очередь повышение преступности и потребление тех ресурсов, которые должны доставаться населению. Но поскольку это тратится на нелегальных иммигрантов, мы не можем обеспечить и повышение качества здравоохранения, и социального обеспечения, потому что эти ресурсы съедаются нелегальными иммигрантами. Мы не против иммиграции, но пусть она будет законная. Я хочу ограничить нелегальную иммиграцию, я строю стену, она даст рабочие места, она поднимет нашу экономику, она пресечет нелегальную иммиграцию, мы здесь сэкономим ресурсы, и это все тут же будет дано народу. А посмотрите, кто против этого? Вот, они страновики. А что они против? Они против безопасности страны. И посмотрите, ради своих корыстных интересов они готовы выбросить американский народ на улицу. И посмотрите, что происходит. Они не платят за обеспечение государственных обязанностей, да? Не платят работу. А государство-то должно существовать. И вот посмотрите, до чего они довели людей. Мы вынуждены раздавать бесплатный суп. Чиновники, которые обеспечивают функционирование государства, должны стоять в очереди за бесплатной едой, потому что иначе они просто не смогут жить. Но это кто сделал? Противники Трампа. Они не ценят людей, они их в нищету обрушают ради своих корыстных политических моментов. А дальше и больше. Сейчас должен состояться Давос. Что говорит Трамп? Проблема у меня в государстве, поэтому некогда, тут надо государством управлять. Поэтому делегация от Соединенных Штатов в Давос не полетит. Потому что я думаю о людях. А в это время, значит, представитель Конгресса Нэнси Пелоси запланировала туристическую поездку. Она собралась в Брюссель, в Египет и Афганистан. Что из этого ряда выделяется? Брюссель. 2 страны названо и 1 город. И сделано это не случайно. Я сейчас объясню. И Трамп заявляет, вот как так? Ты собираешься лететь в туристическую поездку, в то время, когда по твоей вине 800 тысяч человек не получают зарплату. Ты собираешься лететь в Брюссель, это у него так в документе, в письме, которым он информировал Нэнси Пелоси, что она не полетит в эту поездку. За час до отлета он ей сообщил. Хороший такой ход. Сообщает, ты собираешься лететь в Брюссель, в Египет и в Афганистан. Это в его письме. И это принципиально имеет значение, между прочим, почему он так написал. Вот. И возразить-то нечего. Сказать, а твои полетели там в Давос? Нет, они не полетели. Потому что есть проблемы внутри государства, и вся сила команды Трампа брошена на решение проблем внутри государства. А Нэнси Пелоси, она летит, значит, куда-то туда. И что она там собирается делать? Никому же не понятно. А вот теперь, почему именно Брюссель, Египет и Афганистан?
Дело в том, что основа возможности противостояния Трампу американской страновой элиты состоит в возможности управления подпиндосниками в других странах и в организации процессов, политических процессов на международной арене, которые бы шли во вред Трампу и в пользу вот этой американской страновой элиты. И именно поэтому в Брюссель, столица Объединенной Европы, не в какую-то конкретную европейскую страну, а там, где подпиндосников собрано в товарных количествах, которые должны давить на свои национальные государства в целях того, чтобы они работали в интересах американской страновой элиты во вред интересам своих национальных государств. Куда дальше летит? В Египет и в Афганистан. А куда у нас летал вот буквально перед этим вице-президент Помпео? А он летал как раз в эти страны. Вот. Он как раз был в турне по этим странам. Египет – проблемное звено в арабском мире. Египет налаживает отношения с Россией. Соответственно, этому необходимо организовать, поддержать подпиндосников в Египте так, чтобы взаимоотношения с Россией были порушены, поддержка линии Саудовской Аравии, которая находится под управлением из Великобритании и во взаимодействии с американской страновой элитой, была налажена полностью. То есть, чтобы нивелировать итоги визита Помпео, Пелоси должна была приехать и сказать: не делайте, как вам сказал Помпео, это в интересах Трампа. А мы, управляющие Соединенными Штатами, мы вам приказываем делать так, как мы скажем. И в Афганистан, из Сирии, плохо ли, хорошо ли, но вывод начался. А из Афганистана он объявлен, что он возможен в ближайшее время. И, соответственно, этому там Нэнси Пелоси должна была прорешать комплекс задач, чтобы вывода американских войск не было. То есть она должна была дезактивировать всю внешнеполитическую деятельность Майкла Помпео. Госсекретарь, прошу прощения, я вот помню, что оговорился. Вот. Пенс же, этот вице-президент, вот, неправильно назвал должность. Вот. Так вот, он пролетел везде, и она должна была полететь по этому маршруту, а ее демонстративно всему миру, а ведь такие визиты их готовят заранее, под них проходит информация среди страновых элит, которые принимают, обеспечивают проведение вот этого визита, организовывают встречи, готовят информационно, понимаете? И вдруг всем этим элитам прям на живое и говорят, кто в стране хозяин. Вы вот ориентируетесь на этих страновиков, ну так вы имейте в виду, в стране хозяин Трамп. Трамп переигрывает страновиков на раз. Системно, методично. У него, кстати, вот не так давно была одна проблемная вещь, но наши аналитики, как всегда, не заметили ее. У Трампа, конечно, не все получается, что называется, идеально. Идут со сбоями, там все, но это живые люди везде работают. И возможность ошибки не исключается. Но на данном этапе Трамп системно, методично переигрывает страновиков, размазывает их, он их подставил и внутри страны с шатдауном, который они организовали, и на внешнем контуре с другими странами, вот так обломив поездку Нэнси Пелоси, главы Конгресса. Так что работает замечательно.